Представьте, вы спите, путешествуете или просто пьете кофе, а ваши криптоактивы работают и приносят доход. Пассивный доход на криптовалюте в 2021 звучало как мечта, но в 2026 это уже не миф. Реально ли зарабатывать, не торгуя каждый день? Да, реально, но только если понимать правила игры. Сегодня мы разберем все по полочкам, какие способы дают настоящий пассив, какие цифры сейчас работают и главное, почему 90% новичков все равно теряют деньги. Вы на Криптору, канале крупнейшего ресурса о крипте номер 1 в русскоязычном сегменте. Пассивный доход – это когда ваши деньги работают без вашего ежедневного участия. В традиционных финансах это дивиденды, акции или проценты по вкладу. В крипте принцип похож, но механизм другой. Блокчейн — это огромная децентрализованная машина. Чтобы она работала, нужны люди, которые замораживают свои токены и помогают проверять транзакции. За это сеть платит вознаграждение. Плюс DeFi — децентрализованные финансы. Позволяют давать активы в долг или в пулы ликвидности и получать процент. Главное отличие от традиционных финансов – здесь нет центрального банка, который гарантирует вклад. Зато доходность может быть в разы выше, но и риски тоже. В 2026 году средние безопасные ставки 2,6% годовых, высокорискованные – до 10-15%. Первый и самый популярный способ – стейкинг. Вы блокируете монеты в сети Proof of Stake и помогаете ей работать. Примеры. Ethereum – 3-4,5% APY, Solana – 6-8%, Cardano – 3-5%, Polkadot – 11-14%, но здесь выше волатильность. Есть два варианта – нативный стейкинг через кошелек и ликвидный – Lido, Rocket Pool. Во втором случае вы получаете ST-эфир или аналог и можете дальше использовать его в DeFi, доход складывается. Плюсы – низкий порог входа от $10-50, автоматическое начисление, компаундинг, проценты считаются на проценты. Слэшинг, то есть штраф, если валидатор плохо работает, блокировка на несколько дней при выводе и, главное, цена самой монеты может упасть на 30-50% за год и съесть весь доход. Второй способ – лендинг. Вы кладете USDT, USDC или эфир в протоколы вроде Aave, Compound или Morpho, и заемщики платят вам проценты. В 2026 году реальная доходность такова. На Aave 2-4,5%, на эфире 3-6%, на CeFi платформах вроде Binance Simple Earn и Crypto.com иногда выше до 8-12%, но это уже не ваш кошелек. Плюс можно начинать с $50, условия по выбору гибкие в любой момент. Минус, если рынок рухнет, заемщики могут не вернуть средства или протокол взломают. Вспомните 2022 год. Многие потеряли все. Третий способ – пулы ликвидности на Uniswap, Curve, PancakeSwap. Вы кладете пару токенов, например, эфир и USDC, получаете торговые комиссии плюс вознаграждение в токенах. Доходность 4-10% и выше. Но есть impermanent loss. Временная потеря из-за изменения цены пары. Если один токен сильно вырастает или упадет, вы можете оказаться в минусе, даже если APY высокий. В 2026 году уже существуют умные агрегаторы, такие как Yearn или Biffy. Они сами перекладывают ваши деньги в лучшие пулы и делают автокомпаундинг. Это уже почти пассив на стероидах. Давайте посчитаем. Возьмем $5000 в стейблкоинах под 3,5% годовых на Aave. Через год плюс $175. С компаундингом около $180. Те же $5000 возьмем в SOL под 7%. Через год плюс $350, но если SOL упадет на 40%, вы в минусе на $1650. Формула простая. Реальный доход равно APY минус инфляция токена минус комиссии минус налог минус убытки от волатильности. Сейчас большинство опытных инвесторов держат 60-70% в низкорисковых стратегиях – стейкинг, плюс лендинг стейблов и 30% в среднерисковых. Это дает среднюю доходность 4-7% годовых при приемлемом риске. Не 100%, как обещали когда-то в 2021, но зато стабильно и без бессонных ночей. А теперь жесткая правда, о которой обычно молчат. Первое и самое важное – волатильность. Вы получаете вознаграждение в той же криптовалюте, в которой стейкаете или лендите, то есть не в долларах,
А в эфире, Sol или BNB, представьте, вы заработали 7% годовых в Solana, а сама монета за этот год просела на 40%. В итоге ваш депозит в долларах оказался в глубоком минусе. Доход просто съела цена. Это происходит регулярно. И именно поэтому многие пассивные инвесторы в итоге остаются с убытком. Второе – риски смарт-контрактов. Да, даже в 2026 году хаки и уязвимости никуда не делись. Миллиарды долларов до сих пор теряются из-за одной ошибки в коде. Вы отдаете свои деньги не банку, а программе, и если в этой программе найдется дыра, ваши средства могут исчезнуть за секунды. История с Ronin, Wormhole, Poly Network и десятками других проектов тому подтверждение. Третье – временные потери и ликвидация. Когда вы ставите пару в пул ликвидности, например, эфир плюс USDC, и цена одной монеты сильно уходит вверх или вниз, вы теряете часть стоимости просто из-за изменения пропорций. Это и называется временной потерей. Иногда она съедает всю прибыль от комиссий и даже больше. А в лендинге есть еще и ликвидация. Если рынок резко упал, и вы взяли кредит под залог, позицию могут автоматически закрыть, и вы потеряете свой залог. Четвертое. Регуляторные риски. Все больше стран начинают считать доход от стейкинга и лендинга обычным доходом. В некоторых юрисдикциях уже нужно платить налог как с зарплаты или с процентов по вкладу. А если вы не задекларируете его, могут быть вопросы. Правила меняются быстро. И, наконец, пятое. Это не стопроцентный пассив. Многие заходят с мыслью «поставил и забыл на 5 лет». Это ошибка. Реальный пассив в крипте требует внимания. Раз в неделю или хотя бы раз в месяц нужно проверять, как изменился APY. Не появились ли новые риски в протоколе? Не было ли важных обновлений или голосований? Если вы совсем перестанете следить, можете проснуться и увидеть, что ваш любимый пул больше не приносит доход или протокол вообще заморозили. Настоящий пассивный доход в крипте строится на дисциплине и грамотной диверсификации, 3-5 разных протоколах, разные сети, разные уровни риска. Только тогда это действительно работает. Если вы решили попробовать пассивный доход в крипте, важно не бросаться в омут с головой. А вот проверенная пошаговая стратегия, которой пользуются многие опытные инвесторы. Шаг первый. Освойте базу. Прежде чем вкладывать даже $1, разберитесь с основными инструментами. Изучите, как работают некастодиальные кошельки, MetaMask для эфириума и большинства EVM-сетей, Phantom для Solana, а также аппаратный кошелек Ledger. Понимание, как безопасно хранить сид-фразу и подписывать транзакции – это фундамент вашей безопасности. Кстати, на канале уже есть подробное видео-обзор лучших криптокошельков. Смотрите это видео следующим. Шаг второй. Начните с небольшой суммы. Не стоит сразу вкладывать крупные деньги. Рекомендуем начать со $100-500. Разделите эту сумму между проверенными и надежными платформами. Лида – для ликвидного стейкинга, эфириума и других активов. Aave – для лендинга стейблкоинов и основных криптовалют. Binance Yorn – как удобный и относительно безопасный вариант для первого теста, особенно Flexible сбережения. Такой подход позволит вам на практике понять механику, увидеть, как начисляется доход и почувствовать все нюансы без серьезного риска для капитала. Шаг третий. Защитите свои активы. Как только вы перейдете к работе с DeFi протоколами, обязательно используйте аппаратный кошелек. Ledger или Trezor значительно снижают риск компрометации сид-фразы и кражи средств при взаимодействии со смарт-контрактами. Подписывайте транзакции только через него. Это один из самых эффективных способов защиты сегодня. Шаг четвертый. Постоянно проводите юридическую экспертизу. Прежде чем добавить новый протокол или пул, обязательно проверяйте ключевые метрики. Общую заблокированную стоимость в протоколе, наличие свежих аудитов от известных компаний, активность и настроение в сообществе. Самые удобные инструменты для этого – DeFi Llama и Dune Analytics. Если TVL резко падает или аудит проводился больше года назад, это серьезный красный флаг. Шаг пятый. Фиксируйте прибыль дисциплинированно. Пассивный доход работает только тогда, когда вы его регулярно выводите и фиксируете. Раз в квартал или при достижении определенного процента прибыли выводите часть заработанного в стейблкоины или напрямую в фиат. Это защищает вас от просадок рынка и позволяет реинвестировать уже осознанно, а не эмоционально. Но именно на этапе вывода многие теряют деньги
деньги на плохих курсах или высоких комиссиях. На канале уже есть подробный разбор лучших криптообменников на сегодня, где сейчас самые выгодные курсы, низкие комиссии, удобный P2P и высокий уровень безопасности для русскоязычных пользователей. Помните, безопасный вход в крипту — это про последовательность и контроль рисков. Следуя этим шагам, вы значительно повышаете свои шансы построить действительно устойчивый пассивный доход, а не потерять капитал на первых же порах. Итак, пассивный доход на крипте в 2026 году – реальность. Но это не лотерея и не легкие деньги. Это инструмент, который при грамотном подходе может приносить от 4 до 8% годовых в долларах с умеренным риском. Главное – знание, дисциплина и понимание рисков. Если вы готовы учиться и не гнаться за 100% APY, крипта действительно может стать частью вашего финансового портфеля. Ставьте лайк, если видео было полезным. И напишите в комментариях, какой способ пассивного заработка вы уже пробовали.